Привет, привет, с вами Алена, и сегодня у нас девушка, которая сама является мастером, правда, по маникюру, и принесла она вот такой вот пальчик мне. Ну, это достаточно часто, на самом деле, случается и с мастерами тоже, потому что что? Потому что мы без тормозов, и честно признаюсь, что и со мной такое когда-то происходило. Вот, обратите внимание, что здесь воспаление и небольшая даже капелька гноя. То есть она говорила, что в какой-то момент у нее прям очень сильно все это краснело и воспалялось. И в итоге мы с ней списались в инсте, и вот она пришла для того, чтобы я достала ей этот маленький кусочек и дальнейшие указания дала о том, как же себя вести с этим ноготком. Ну, у нас тут все весьма стандартненько. А для этого, во-первых, нужны обязательно прямо режущие кусачки для того, чтобы смочь сделать вот этот вот надрез и вытащить ноготь. Вот это первая часть, которая оказалась, кстати говоря, недостаточно. То есть там внутри еще целый кусманчик, огромный такой здоровый кусок ногтя, который как раз-таки впивается ей в валик. Ножки немного влажные, и это тоже, конечно же, способствует тому, чтобы ноготь туда больше зарывался и врастал. Ну так вот, по поводу того, что мы мастера и частенько себе можем такое вот дело наковырять. Ну, себя, во-первых, чувствуешь, да, когда ковыряешь, и как-то, ну, легче даже, наверное, местами, может быть, терпеть боль, когда начинаешь себе вырезать. Такое действительно со мной случалось, честно признаюсь. И иногда я себе выстригала слишком глубоко и далеко. Но, на мое счастье, у меня есть команда профессионалов, которые всегда могут помочь. И вообще себе вот так наковыривать палец, это, ну, просто крайне неудобно. Представьте, в какую позу нужно скрутиться для того, чтобы, ну, туда как-то подлезть. Ну, в общем, слава богу, она решила перестать заниматься самоковыряниями и пришла ко мне. Я все-таки со своей колокольни, возможно, наковыряю лучше и, ну, так скажем, больше накопаю. Вот так вот можно выразиться. Но на самом деле все хорошо, мы ее спасли. И вот, кстати говоря, сегодня она ко мне придет на повторный осмотр. Я думаю, что там все хорошо. Она говорит, что практически не болит. Но у меня есть подозрение, что могло что-то еще там остаться. Но нам для этого нужно было дождаться, когда у нас уйдет воспаление. Посмотрите, какой кусок. Вот он. Вот-вот, самый классный кусочек. Причем я его достала, а он решил обратно туда спрятаться. Такое тоже бывает, и для этого нужны, ну, разные инструменты. Вот у меня всегда в арсенале кусачки, пряморежущие, пинцеты, кюретки, ну, как бы все, что только может пригодиться в этом плане. И честно скажу, что вот здесь я попросила помочь мне еще одного мастера подержать вот так кюретку, потому что этот кусочек постоянно прятался туда, то есть у меня не получалось его достать. Вот, я даже перестала говорить, я просто застыла и замерла, потому что это такой волнительный момент, когда ты достаешь вот этот кусочек, а он еще постоянно прячется. Но это был, ну, здесь вот монтаж, но на самом деле это был такой квест. То есть я его доставала, он туда прятался. Я его доставала, а он прятался. Он прям, так скажем, не сдавался. Но на самом деле ноготь там внутри очень сильно скручен, поэтому такое происходит. Это часть ногтя вместе с кусочками кожи, ну, что-то вот такое. И вот сейчас аккуратно, наконец-то мы его достали и вытянули. Вот так это выглядит поближе. Вот видите, там есть и шипик, и кусочки кожи. Короче, чужой извлечен, я так считаю. Ну, дальше еще раз все промываем, проверяем, что ничего нигде не осталось. И, кстати говоря, обратите внимание, сколько всего мы там с краю доставали, да, сколько всего лежало на пальчики. Сейчас мы ставим тампонаду, это нужно для того, чтобы просто разъединить ткани. И очень часто я клиентам тоже предлагаю самостоятельно устанавливать себе тампонаду, то есть они могут у нас приобрести специальный материал и кюретку для того, чтобы делать это дома. А кто-то из клиентов, кстати говоря, даже рассказывал, что раньше под ноготь засовывали ниточки, ну или какие-то ваточки, ну, короче, что только не засовывали под эти самые ногти. Вот так выглядит небольшой кусочек искусственного материала. И теперь врастать не должно. Но сегодня она придет, и я все посмотрю. Я всегда прощупываю пальчик, трогаю, спрашиваю, как клиент себя при этом чувствует. То есть, если ничего не больно, то значит процедура удалась. Ну и после этого, как обычно, я наношу повязку Пеха Хафт.
И я знаю, что сейчас полетят кирпичи в мой огород на тему того, что повязка без смайлика, поэтому я приношу свои извинения, буду поправляться. Просто в тот день было очень много вросших ногтей, и я, честно, просто замоталась и не сделала смайлик. Но я буду исправляться, я смогу, я знаю. Ну ладно, все, всем пока-пока, до новых встреч!